В мире существует место, которому действительно не требуется никакого представления, место, принадлежащее не только городу, на земле которого оно стоит, но и каждому человеку, независимо от того, в какой точке планеты он живет. Ведь стоит лишь бросить взгляд, и сразу узнаешь этот образ. Устремленный в небо металл, переплетенные между собой линии, рисунок которых образует силуэт, будто стремящийся коснуться самых высоких облаков. Эйфелева башня – символ Парижа, символ Франции, символ всей Европы, но вместе с тем еще и воплощение мечты, дерзости и решимости бросать вызов тому, что многим кажется недостижимым. Сегодня мы привыкли воспринимать ее как что-то само собой разумеющееся, будто она всегда стояла здесь, освещенная ночным сиянием. Романтичная на бесчисленных открытках, невидимая свидетельница поцелуев, признаний и обещаний, которые люди дают друг другу. Но история ее появления была вовсе не историей любви. Напротив, она началась с борьбы, недоверия, опасений и бесстрашия. Когда Гюстав Эйфель представил миру свой проект, над ним немедленно подняли насмешки. Как можно возводить металлическую башню высотой более 300 метров? Как осмелиться установить над Парижем темного гиганта, который будет господствовать над всем городом? Для множества людей идея казалась настоящим кошмаром, оскорблением искусства, пощечиной изысканности города огней. Некоторые доходили до того, что организовывали петиции, пытаясь остановить строительство. Однако безумный замысел не остановился. Он начал воплощаться в жизнь, а воплотившись, превратился в легенду. Представьте себе Париж последних десятилетий XIX века. Утонченный город, живущий под мягким светом газового освещения, наполненный литературными кафе, где кипели разговоры о новых идеях, и художниками, заполнившими собой улицы Монмартра, ведь именно тогда, в ту эпоху изобретений, электричества, механизмов, меняющих мир, в сердце всех этих перемен зародилась, казалось бы, совершенно невыполнимая мечта – возвести самое высокое сооружение, которое когда-либо создавал человек, и не возвести собор или дворец из мрамора, а построить металлического исполина, сделанного из промышленного, грубого механического железа, материала, который до тех пор использовали в основном для мостов, рельсов и фабричных конструкций. Идея родилась как символ Всемирной выставки 1889 года. Грандиозного международного события, организованного Францией в честь столетия Великой Французской революции, и потому выбора у страны не было. Она обязана была показать миру свое величие, свою способность к новаторству, свое технологическое превосходство. И Гюстав Эйфель, понимая масштаб вызова, был готов принять его. Но этот проект был не просто смелой мечтой. Он превращался в гонку на время, потому что башню предстояло построить всего за 2 года, и эти 2 года включали в себя все, от разработки и проектирования до производства и сборки тысяч тонн металла, а также возведение того, что никому прежде даже не приходило в голову воплотить. В январе 1887 года, когда начались первые работы, Марсово поле на берегу Сены, просторное место, предназначенное для размещения выставочных павильонов, стало участком, где глухие удары инструмента впервые нарушили тишину. Ведь рабочие приступили к созданию фундамента, глубокого, мощного, способного выдержать натиск ветров, проливных дождей и даже возможных подземных толчков. 4 огромные опоры, словно чудовищные металлические ноги, уходили в землю. 2 опирались на укрепленные каменные основания, а 2 закреплялись в кессонах, опущенных ниже уровня воды, что выглядело почти как попытка укротить саму реку, чтобы подчинить ее человеческой мечте.
Каждая металлическая деталь рассчитывалась с почти невозможной точностью, ошибки быть не могло. В мастерских тысячи элементов ковали, нумеровали, готовили так, будто собирали гигантскую головоломку, где каждая балка и каждый болт имели свое строго отведенное место. Позже эти детали перевозили на Марсово поле, поднимали с помощью паровых кранов и закрепляли рабочие, висевшие над пустотой, ведь они трудились без каких-либо современных страховочных систем, без касок, без защиты, передвигаясь по балкам, словно акробаты над пропастью, под порывами пронизывающего ветра. И тем не менее, несмотря на все опасности, за 2 года строительства из более чем 300 рабочих погиб лишь 1 человек. Невероятно малое число для того времени, свидетельствующее о дисциплине и внимательности, с которыми Эйфель контролировал каждый этап работ. Но по мере того, как башня росла, росли и споры вокруг нее. Парижские художники и мыслители испытывали к проекту почти ненависть, называя его чудовищным фонарным столбом, скелетообразной трубой, металлическим каркасом, уродующим величие Парижа. Они даже составили манифест, который подписали такие писатели, как Ги де Мопассан и Александр Дюма сын, требуя остановить этот, по их мнению, архитектурный позор. Но Эйфель не отступал, отвечая спокойно и уверенно, что, когда сооружение будет завершено, все увидят и поймут, насколько оно прекрасно. И так день за днем гигантская конструкция продолжала расти, принимая свою окончательную форму. На высоте 50 метров Париж уже казался уменьшенным до игрушечного масштаба. На сотни метров рабочие видели шпили Нотр-Дама уже не снизу, а сверху. А на 200 метрах ни одно здание во всей Европе не могло сравниться с ней, ведь строительство превращалось в настоящее восхождение к небесам. 31 марта 1889 года Гюстав Эйфель собственными силами поднялся на самый верх возводившейся им башни, преодолев более 17 сотен ступеней, чтобы установить на вершине французский флаг, и этот момент стал не просто завершением строительства, а настоящим триумфом. Ведь перед Парижем возникло сооружение высотой в 312 метров. Самое высокое творение человеческих рук на тот момент. И в этот день Париж больше не смотрел на него с подозрением, а лишь с изумлением, потому что временная конструкция, рассчитанная всего на 20-летний срок существования, постепенно начала завоевывать сердца даже тех, кто прежде ее презирал. И вот, когда 6 мая 1889 года распахнулись двери Всемирной выставки, Париж был готов продемонстрировать миру плод своей смелости – Эйфелеву башню. И миллионы людей, прибывших со всех уголков мира, будь то путешественники из Америки, Японии или Индии, оказались лицом к лицу с этим металлическим чудовищем, возвышающимся над городом, и никто не оставался равнодушным. Ведь одних башня пугала своим инопланетным масштабом, напоминая будто бы металлического колосса из будущего. Других же приводило в восхищение, потому что никогда прежде человечество не создавало ничего подобного, и, кроме того, подъем на нее становился настоящим опытом. Ведь лифты, инженерное достижение своего времени, поднимали посетителей все выше и выше, открывая на каждом уровне новый облик Парижа. С первого этажа можно было увидеть широкие проспекты и павильоны выставки, со второго крыши города превращались в мозаичное панно, а с вершины, где человек оказывался более чем на 300 метров выше уровня моря, Париж расстилался словно гигантская карта, пересеченная серебристой лентой сены. И это зрелище казалось почти мистическим, потому что даже те, кто видел множество стран, были потрясены увиденным, а элегантные дамы, цепляясь за перила, не могли поверить, что находятся так близко к небу. И несмотря на все это восхищение, критики по-прежнему находились, ведь некоторые продолжали утверждать, что башня уродлива, бесполезна и обречена исчезнуть,
Однако в действительности Эйфелева башня никого не оставляла равнодушным, потому что она стала подобна знаку, выгравированному прямо на парижском небе. И летом 1889 года стало ясно, что Франция создала не просто архитектурную диковину, а подлинный символ, который обрел силу гораздо большую, чем ожидалось. Когда башня была открыта, никто не мог представить, что она станет частью вечности. Она была построена по совершенно конкретному контракту – существовать всего 20 лет. После 1909 года город имел право разобрать ее по частям, восстановив пространство Марсового поля. Для многих это было, казалось, долгожданным облегчением. «Наконец-то мы избавимся от этого железного чудовища», — говорили они. Но судьба башни определилась не эстетическими оценками и не пожеланиями критиков, а ее способностью приносить пользу. Эйфель с самого начала понимал, что спасет ее только практическое значение, и поэтому он не ограничился строительством. Он превратил башню в инструмент науки, установив на ее вершине метеорологические приборы, устройства для аэродинамических исследований и позже антенны для первых радиотехнических опытов. Так сооружение, задуманное как временная выставочная аттракция, постепенно превратилось в воздушную лабораторию, парящую над Парижем. И именно радио стало тем, что спасло ее окончательно. Когда французская армия обнаружила, что с вершины башни можно отправлять и принимать сигналы на огромные расстояния, стало очевидно, что снесение сооружения невозможно. Башня перестала быть просто смелым символом инженерной эпохи. Она превратилась в наблюдателя, в немой страж, в высокую точку на горизонте, следящую за тем, что происходит в мире. В начале XX века, когда Париж стремительно менялся, обретая черты современного мегаполиса, Эйфелева башня постепенно перестала восприниматься как эстетическое оскорбление и все увереннее становилась частью парижского пейзажа, словно вписывалась в дыхание самого города. Художники, которые когда-то яростно отвергали ее, теперь рисовали ее в своих мастерских. Фотографы, прежде презиравшие стальные фермы, превращали их в романтические силуэты. Писатели описывали ее в романах, будто она была живым существом, частью городской души. Железный гигант, которого так долго обвиняли в уродстве, стал музой, источником вдохновения и новой поэтики. Но впереди его ждало испытание куда более суровое, чем критика художников – война. Во время Первой мировой войны башня оказалась в самом центре тайной борьбы, потому что именно ее радиостанция позволяла перехватывать важнейшие вражеские сообщения, помогая армии защищать Францию. Железная колонна, появившаяся на свет, чтобы поражать воображение и символизировать технический прогресс, неожиданно стала сердцем оборонительной системы, невидимым инструментом спасения. Она была предназначена простоять лишь 20 лет, но события доказали, что Эйфелева башня уже давно перешагнула собственный временной предел и решила существовать вечно. 20 век стремительно менял облик мира, и вместе с ним менялась и Эйфелева башня, которая постепенно превращалась в неотъемлемую часть Парижа, любимую туристами и самими горожанами, став символом города столь же естественным, как Сена или Нотр-Дам. Но даже в это время судьба не готовила ей драматические страницы. Во время Второй мировой войны, когда Франция оказалась под гнетом нацистской оккупации, башня, величественно возвышавшаяся над городом, стала немым символом сопротивления, своего рода тихим напоминанием о том, что дух Парижа невозможно сломить.
Легенда гласит, что во время визита Гитлера тросы лифта были специально перерезаны французскими рабочими, чтобы фюреру пришлось подниматься наверх пешком, и он, столь привыкший к демонстрации власти, так и не решился на этот трудный подъем. Этот маленький, почти незаметный жест стал актом гордости и тихого неповиновения, благодаря которому железный колосс превратился в знак внутреннего сопротивления народа. В самые мрачные дни оккупации башня неподвижно и молча наблюдала за городом, оказавшимся в плену, но не потерявшим дух. А когда Париж, наконец, был освобожден, на ее вершине вновь с гордостью развернулся французский флаг, видимый на многие мили вокруг, и это было не просто возвращение символа, это был знак того, что страна поднялась и что ее сердце вновь бьется. Эйфелева башня пережила и это. В 1985 году наступил новый этап в ее истории. Была установлена современная система освещения, которая превратила башню в настоящую ночную драгоценность. Сияющий силуэт, способный одним только своим видом заворожить любого, кто поднимет глаза вверх. Металлические фермы, освещенные теплым светом, словно растворялись в темноте, и казалось, что башня парит над городом, как светящийся призрак новой эпохи. А в 2000 году, когда мир встречал новое тысячелетие, ее история получила еще одно волшебное измерение. Была установлена мерцающая подсветка, благодаря которой каждый вечер и ночь башня на несколько минут превращается в огромный сверкающий кристалл, сияющий над Парижем, как бриллиант, рассыпающий искры в парижском небе. С этого момента Эйфелева башня перестала быть просто памятником или инженерным шедевром XIX века. Она стала зрелищем, ритуалом, эмоцией, которая возрождается каждую ночь, когда ее огни вспыхивают вновь. Сегодня миллионы людей приезжают сюда каждый год. Одни, чтобы подняться на нее, почувствовать под ногами ее металлическое сердце и увидеть город с высоты, другие, чтобы наблюдать за ней издалека, стоя на набережной Сены, на площади Трокадеро или в одном из парижских садов. Но каким бы ни был взгляд, изнутри или снаружи, снизу вверх или издалека, никто не остается равнодушным. Перед этим железным гигантом человек уже не бывает прежним. Он ощущает себя одновременно крошечным и частью чего-то огромного, древнего и в то же время устремленного вперед. Эйфелева башня давно перестала быть исключительно французским символом, принадлежащим только одной нации. Она стала универсальным, общечеловеческим знаком, языком, который понятен в любой стране и не нуждается в переводе. Это язык без слов, безмолвное обещание, заключенное в металле и свете. Человек способен строить не только стены, войны и разрушения, но и чудеса. Он может создавать красоту, неподвластную времени, красоту, которая не только украшает настоящее, но и освещает дорогу в будущее. И каждый раз, когда ее знакомый силуэт вырисовывается на фоне парижского неба, на закате, в сумерках или в россыпях ночных огней, он напоминает нам о том, что самые невозможные, самые дерзкие мечты – это именно те мечты, ради которых стоит жить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.